вы задали очень правильный вопрос. Так говорил Тарковский. Образы приходят сами, я бы сказал. Так. И, скорее всего, они меня находят, а не я их. Художнику нужно только находиться в определенном состоянии вдохновения, творчества. В частности, у нас была такая совместная работа с талантливой художницей Натальей, с нашей арт-группы, которую мы писали. Она называлась «Цвета радуги». У нас возникло стойкое чувство, что это не мы пишем эту картину, а сам Господь Бог, потому что картины получались очень красивые. Мы на такое не способны. А что мы делали? Мы готовили холст определенным образом, и возникла такая аналогия, что мы ловили радугу в сети холста лишь, и всего-то. Главное это делать умеющие, и тогда работы получаются интересные, красивые. Собственно, вот приблизительно так мы и творим. Как вам удается ладить, когда вы работаете вместе? Бывают ли какие-нибудь конфликты? Ну, естественно, мы как большая семья, а в большой семье всяко бывает. Бывает, что эмоции бурлят, переполняют, но это место, где люди друг друга еще терпят. Вот вне семьи люди уже не терпят, но нас объединяет творчество, высокие цели, и приходится искать компромиссы, становиться более уживчивыми, пластичными. Мы меняемся, можно сказать, мы притерлись друг к другу. В нашу группу не так просто войти, хотя, возможно, мы рады новым людям, новым участникам. Главное — желание, чтобы было у человека. И мы всегда рады помочь. Какие картины вы хотели бы еще написать? Еще какие-то хотел бы. Думаю, много. Есть задумки написать этюды в стиле импрессионизма, море, небо, пейзаж, абстрактные работы. Работы на злобу дня, какие-то социальные, возможно. Ну, собственно, какие еще захочется написать картины, сейчас я не могу сказать. Может так получиться, что завтра появится какая-то идея, а отсюда и целое направление серии работ, которые хотелось бы написать. Как изменилась ваша жизнь после того, как вы начали писать картины? Ну, все, что не происходит, все к лучшему. И, соответственно, и жизнь изменилась заметно. И я надеюсь, к лучшему. Дело в том, что написание картин предполагает включение правого полушария. То есть человек становится более целостным, что ли. И это отражается, я надеюсь, благотворно на развитии каких-то новых способностей, интуиции. Я заметил, что меня творчество захватывает все больше и больше, и это продолжается постоянно. Это развитие, все мое внимание очень часто занято тем, что я воспринимаю мир, природу не просто как обычный человек, а именно как художник уже. Пытаюсь понять, как бы это можно было бы изобразить, как ложатся тени, какие цвета, до мельчайших подробностей прорабатываю это внутри себя. Короче, должна быть некоторая насмотренность не только на картины классиков в музеях, например, но и самой природы, потому что лучший художник — это Бог. Он нам преподносит каждую минуту, можно сказать, свои шедевры, нам просто остается их наблюдать и любоваться ими. Художник, он отличается от других людей тем, что он еще и пытается понять, как Богу удается это делать, писать свои картины. Чем больше мы понимаем, тем мы более совершенные художники. А кое-что удается понять. Законы цвета, света, формы, за счет чего образуются совершенные формы. Это лучший учитель. И я думаю, что если ученик достигает, способен учиться на таком уровне, то и работы у него будут просто божественны. Но, конечно, надо научиться еще это выражать. Чисто технически, например. Расскажите про своего учителя. Ну, я расскажу про Владимира Порублева, ВВП Васильевич. Человек
очень интересный, талантливый. Несколько слов я о нем уже сказал. Что мне нравится в нем, не только его харизма, но и его способность учиться. Это характеристика, кстати, любого хорошего учителя, это способность самому учиться. Вот это у него есть. И я это наблюдаю за то, как он меняется, как он растет, как меняются его работы. У него были очень интересные работы. Лет 20 назад даже такие работы он показывал. Были и есть и сейчас. У него были разные периоды, конечно, в творчестве. Но сейчас у него, в связи, я думаю, не без влияния арт-группы, которую он организовал, Нерама, где происходит очень интенсивный обмен опытом, потому что у нас в группе есть несколько профессиональных художников и просто талантливых учеников. И все это происходит очень интенсивно, этот обмен и обучение взаимное, поэтому и работы просто иногда радуют не только Владимира, но и всех художников, которые делают индивидуальные работы. Или когда мы пишем общую работу, и она получается. Думаете ли вы о деньгах, когда пишете свои картины? Непосредственно, когда пишу картины, не думаю, и о них лучше не думать. Об этом пусть думает мой арт-дилер, менеджеры по продажам. Собственно, это тоже искусство, и пусть они делают свое дело искусно. Я буду только рад этому. Если исходить из того, что деньги — это энергия, да, наверное, они нужны для художнику на холсты, на краски. Нам, в частности, нужны для нового арт-пространства, для своей галереи, которую мы хотим расширить, галереи вне места сборки и для развития потенциала арт-группы вне рамок. Я благодарю вас за проведенное интервью. Надеюсь, оно не последнее. Спасибо, конечно, я тоже был рад дать это небольшое интервью о своем творчестве, о наших работах, потому что, скажем прямо, для художника в нашем непростом и жестком мире это важно о себе говорить и нести в мир доброе, светлое, прекрасное. Спасибо.